Каждый хоть раз в жизни слышал про город Ухань, но очень мало людей знают, чем этот город так важен для Китая и как здесь живет простой народ. Я преодолел больше 800 километров из Шанхая, чтобы разобраться, что такое Ухань сегодня. Я собираюсь заглянуть в 3000-летнюю историю этого города, пробраться на производство современных электромобилей, пообщаться с местными студентами и, конечно же, попробовать Ухань на вкус. Кто со мной, тот герой. Чтобы сразу было понятно про объемы города, я скажу, что в Ухане население столько же, сколько и в Москве. Больше 13 миллионов человек, что делает Ухань шестым по количеству населения городом Китая. Но площадь здесь в 3 раза больше, чем в Москве. Я потом расскажу, почему так получилось. Сейчас же я хочу уточнить, что Ухань находится в самом центре Китая. На полпути от Пекина до Гуанчжоу и на полпути от Шанхая до Чэнду. И такое стратегическое геоположение делает Ухань очень ценным городом. По сути, это сердце Китая. И представляете, в это самое сердце 150 лет назад проникли западные варвары. Британская империя, Российская империя, Франция, Германия и Япония еще к тому же раскромсали Ухань, да и, в общем-то, весь Китай по частям и вели здесь неравноправную торговлю, но и также и построили такую колониальную красоту. Это были тяжелейшие времена для Китая. До трети населения огромной страны были опиумными наркоманами. И последняя династия имперского Китая Цин находилась на последнем своем издыхании при непрекращающихся народных волнениях, восстаниях и интервенциях зарубежных держав. И именно здесь, в Ухане, Цинской империи и вообще всей этой древней имперской репрессивной машине был нанесен последний решающий удар. Рассказываю. В 1911 году именно в Ухане вспыхнула Синьхайская революция. Событие по масштабу, сравнимое с революцией в России. После более чем 2000 лет имперского правления Китай вступил в эпоху республики. Императорские династии, евнухи, дворцы – все это осталось в прошлом. Для Китая началась новая эра республики. Ухань оказался в центре перемен не случайно. Здесь, в концессионных зонах, где жили иностранцы, французы, англичане, русские, китайские революционеры находили не только врагов, но и неожиданную поддержку. Они скрывались в этих кварталах, печатали листовки, проводили тайные собрания. Это очень парадоксально, что иностранное присутствие, с одной стороны, и поддерживало умирающую Цинскую империю, потому что им просто было выгодно, но и помогало тем, кто мечтал ее свергнуть. Именно с Уханя начинается история нового Китая. Прежде чем заглянуть в уханьскую современность с его монорельсами, электрокарами и 3D-экранами на полздания, все-таки хочется еще чуть-чуть заглянуть в его былое прошлое. И, конечно же, это место то, что нужно. Пойдемте посмотрим, что это за пагода такая красивая здесь. Здесь самая главная достопримечательность Уханя – это пагода желтого журавля. Почему же желтого и почему журавля? И что это за пагода такая? Сейчас я расскажу, но посмотрите на эту красоту. История в том, что в китайской мифологии, в частности именно в даосской, журавль – это существо, на котором мудрецы, постигшие дао, улетают на небеса. То есть, по сути, журавль – это некое существо, которое связывает этот мир и что-то более высшее, какой-то астрал. И вот на этом самом месте один из даосских мудрецов постиг дао и улетел на журавле. И на этом месте теперь стоит эта пагода, которая называется пагода желтого журавля. И история в том, что она была здесь построена еще 1800 лет назад. Ну, конечно же, она и реставрировалась много-много раз. Ее и ломали, и крушили, и опять отстраивали. И последняя реставрация была в 85 году, то есть это было сколько? Выходит, что 40 лет назад. Давайте заберемся на нее
и посмотрим, какой здесь открывается вид. Вот, собственно, и художественное представление этой легенды. Уже стоит пагода, и с нее слетает журавль, на котором сидит мудрец с белой бородой, играет на флейте, и, видимо, ему кайфово. И вуз он там не дует свой вообще. Улетел на журавле. Аля-улю. До свидания. Ну и, конечно же, как в главной достопримечательности города, здесь, внутри этой пагоды, здесь есть целый шоппинг-молл с сувенирами, с игрушками, с журавликами, конечно. Причем двумя почему-то. Почему их два? Интересно. Нужно разобраться. А вон и мудрец там. Журавли как на орле такой. Ну, конечно же, эта башня, она имела еще и стратегический характер. То есть это было укрепление и обзорный пункт на горе. Взор здесь, правда, очень хороший. Вот там вот, видите, там течет река Янцзы. Вот мост стоит. Мост, и это река Янцзы, которая вытекает из Тибета и течет через Чончин, Ухань, Нанкин и до Шанхая, впадает в Восточно-Китайское море, поэтому здесь важный торговый пункт, и иметь здесь такую башню с таким обзором тоже было очень полезно. А это современный Ухань, и посмотрите, одни небоскребы. Эта пагода на самом деле очень высокая. Здесь 5 этажей, и этаж один, это не как в Хрущевке, да, а метра 3, наверное. В общем, высоко-высоко. Сейчас мы поднялись только на 3-й этаж, и здесь уже очень-очень высоко. Мы поднимемся сейчас на 5-й и посмотрим, какой здесь открывается вид. И что там наверху, может быть, там спрятался еще один журавль, на котором можно улететь. На 4-м этаже нас ждет испытание. Чтобы пройти выше, нужно написать иероглифами здесь надпись. Сейчас попробую. Первый иероглиф у меня уже готов. И сейчас еще будет Don, Yo, Di. 3 штуки, и можно идти на 5-й этаж. Накапал чуть-чуть, ну ладно. Как крест такой, да, на корабле. Ужас какой. И здесь мы имеем второй иероглиф, и проблема в том, что у меня здесь не осталось места для 3-го. Придется как-то умещать. В общем, поработал здесь я на публику, нарисовал 3 иероглифа. Сейчас мы будем их показывать. Путешествие на восток. Поставили печать, что это было в башне желтого журавля написано, и мы идем на 5-й этаж. Здесь на 5-м этаже Янцзы видна еще лучше. Видно все проплывающие корабли, кто проходит. Такой вот наблюдательный пункт здесь был тысячелетиями, реально тысячелетиями. 1800 лет этой башни. И так вот здесь наблюдали за проплывающими кораблями из Чунтина в Шанхай, кто что повез. На такой лирической ноте хочется чуть-чуть танской поэзии. Самую чуточку, знаете? Мудрец на журавле золотом улетел. Осталась лишь башня, след былого. Журавль исчез, не вернется назад. Белые облака плывут сквозь века. Ясно видны деревья Ханьяна. Пышно растет трава на острове Попугая. Солнце садится. Где мой родной край? Волны Янцзы навевают печаль. Цуйхао. 8 век нашей эры. Художественный перевод Владимира Самошина.
все, с древностью мы заканчиваем. И сейчас едем на автомобильный завод номер 2, построенный по инициативе Мао Цзэдуна в 1050 каком-то году, где сейчас делают самые современные электромобили. Мы найдем и доставим вам спецоборудование для вашего производства напрямую от китайских производителей. Мы уже поставляем конвейерные системы для аэропортов России, складское оборудование для Wildberries и Озон, пищевое оборудование для Морозко и Мираторг, сталелитейку, машины для горной добычи. По факту найдем все, что нужно. Мы с Китаем уже давно. И мы настоящие. Астротрейдинг! Кидайте ваш запрос по спецоборудованию мне в телеграм-канал, ссылка в описании. А мы продолжаем. Я сейчас стою на проходной завода Voya. Это новая китайская марка. Ей всего 6 лет, но компания, которая за этой маркой стоит, это Dongfeng, Восточный ветер, которая была основана еще при Мао Цзэдуне. То есть это был второй автомобильный завод. И потом они сотрудничали с Renault. То есть весь этот завод, он раньше принадлежал Renault. Но из-за ковида Renault уехали, и теперь сейчас здесь делают вот такие Voya. Пойдемте посмотрим, как их делают и вообще, как устроено производство электромобилей в Ухане. Ухань — это еще и город машиностроения и автомобильной индустрии. И сколько уже получается, 70 лет назад Мао Цзэдун здесь, в 50-х годах, он установил, запустил второй автомобильный завод, который раньше производил здесь и Renault, но в 2019 году из-за ковида Renault уехали. И здесь теперь производятся Voya, китайские электромобили. И сейчас я нахожусь на линии, где производят эти Voya. Огромный вообще завод. Здесь работает около 1000 человек. И каждые 2 минуты этот завод выпускает по одному автомобилю Voya. Вот, собственно, батарея этой Voya здесь показана на макете. Voya — это довольно новый китайский бренд, но он все больше и больше расширяется, потому что за ним стоит машиностроительный Ухань, а это мощно. И сегодня самая главная страна по экспорту этой Voya — это, конечно же, Россия, хотя они сейчас и всячески экспортируют и в Европу, там, и Катар, но все же лидер по покупкам — это Россия сегодня. Ну и, соответственно, домашний рынок тоже постоянно растет. На этом заводе, который раньше принадлежал Renault, конечно же, не все супер автоматизировано, очень много именно ручной работы. Около 1000 человек здесь работает, но так или иначе автоматизация здесь тоже есть. И, как мне говорит сопровождающая, что ручной труд — это для доработки, чтобы было все супер качественно. Но я думаю, что она немножечко лукавит, потому что все больше и больше китайских автозаводов работают полностью автоматизированно. Модельный ряд Voya. Пока 4 машины. Значит, мы имеем здесь это седан премиум класса. Потом это городской SUV. Потом это машина, я называю карета, да, чтобы ты сел как барин и тебя куда-нибудь там повезли. И это у них новая городская тема. Что-то. Кстати, выглядит прикольно, мне нравится. Куча разной электроники, тут и цветомузыка, цветотанцы, в общем, все, что хочешь. Здесь сразу же проходит и проверка, тестируют все. Сначала проверяют все внутренности. На заводе здесь сразу же и площадка для тест-драйва. Можно взять и потестировать любую модель и посмотреть, как она тебе подходит или не подходит. Что я сейчас, собственно, и сделаю. Хочу попробовать на вот этой карете проехаться. Ну, ощущения... Я не ездил на таком микроавтобусе. Вот здесь, кстати, есть проекция на экране. Очень удобно вообще. То есть ты видишь там и знаки разные, там и скорость свою, все. И, в общем, вот так вот ты разгоняешься. Давайте посмотрим здесь на скорость какую. Не, хорош Класс.
Конечно, я превысил, здесь нужно ездить очень медленно, но мы ничего. Мы на тест-драйве. Очень нежно он рулится вообще, это кайф. Мне прям нравится. Можешь себе купить такси и пойти работать в такси. Кстати, хороший. А здесь что это такое вообще? Это какая-то рампа с наклоном. Вау. Давайте еще чуть-чуть газанем, окей? У-у-у. 120. Ну, конечно, это не гоночный автомобиль, но дергает он очень резко. Очень резко. Нет, правда, куплю себе такое такси и буду возить туристов, может быть. Кого-нибудь. Приезжайте ко мне в Китай, я вас повожу. Очень нежно заходит, вообще кайф. Кстати, прикольно, что есть автопарковка, потому что у меня с парковкой очень большие проблемы. А тут можно раз на кнопочку нажать и все. Вот и так. Поехал сам. Поехал парковаться. Вообще красота. Супер. Там впереди, значит, это ограда, но ничего. Он не обратил на нее. То есть он увидел, видимо, что там ограда, и все окей. Ну, в целом вот так вот. Ухань — это еще и центр автомобилестроения. Но пойдемте поужинаем уже, потому что желудок свербит и хочется поесть какой-нибудь местной уханьской пищи и посмотреть вообще, что они там едят. И есть ли там суп из летучих мышей или еще что-нибудь такое. Ну, конечно же, это будет вряд ли, но что-нибудь мы сейчас покушаем. Кто смотрит мой канал давно, тот, наверное, знает, что я особое внимание уделяю еде. И сейчас я хочу показать вам высокую уханьскую кухню, что это такое и с чем ее едят. Заходим в наш дворец и ждем выноса блюд. Значит, это острая курочка здесь есть, лапша жареная по типу пад-тай, но нет, видимо, она еще с мясом там, креветки во фритюре. Здесь это, значит, китайская чинцай, как называется, короче, капуста, по сути. Здесь у нас лук с говядиной, бобы печеные. Здесь это свинина тоже на пару приготовленная, видимо, в соевом соусе. Это я каждый раз забываю, что за овощ такой. Это, по-моему, ну не огурец, в общем, это соленье. И здесь еще, конечно же, тыква и другие штуки на пару. Видимо, это шпинат. И, в общем, такой стол. Ну и, конечно же, острый суп из джабы, лягушачьи лапки. Опачки. С перчиком. Очень такая пухленькая жабка. Ну, мягкая. Острая в меру. Но вообще хочу сказать, что кухня в Ухане все-таки поострее, чем обычно. Но не супер острая. Такая средней остроты. В принципе, все блюда, что я сегодня ел, пряные, солененькие и острят, но не супер остро. Окей. После плотного обеда самое то зайти на главную набережную Уханя. И через полчаса здесь начнется светопредставление, которое тоже нужно видеть. Но сначала я хочу вам показать вот этот миленький фонтанчик. Здесь есть и для детей можно попить, и для детей постарше. И дедушки тут могут кипяточка в чай добавить.
И взрослые тоже могут попить. Вот такой вот четверничок. А, здесь еще, да, и у лягушки можно еще помыть руки. В общем, такой санузел здесь. Ладно. Буквально через полчаса стемнеет, и все небоскребы на той стороне Янцзы, они загорятся огнями, и начнется еще световое шоу, которое я буду смотреть с вот этого вот Титаника, не побоюсь этого слова. И пока не началось светопредставление, я хочу еще сказать, что Ухань, он вообще образовался в 1928, по-моему, году, да. Вообще здесь раньше на этом месте было 3 города, и вот почти 100 лет назад их объединили в один и назвали Ухань. А назвали по имени 3 городов. Ханькоу, это где я сейчас его нахожусь, а на том берегу Вучэн, то есть Ухан. Вучэн, Ханкоу, и получается Ухань. Вот такая здесь история еще, этимология. И эти поселения, конечно же, они здесь были тысячи лет, да, то есть мы были на этой пагоде, там, которой 1800 лет, но еще до этого здесь, конечно же, была жизнь, потому что земли здесь плодородные, и река есть, и природа, вообще все, что хочешь. Поэтому идем на Титаник уже, вот он стоит там в камышах, этом в тростнике. Что ж там такое-то будет-то, интересно. Побалую вас вечерним шоу, на которое уже собралась целая очередь. И здесь прям какой-то, как цирк или что-то такое. В общем, здесь идет погрузка на Титаник. Конечно же, девушки оделись в чипао, все по стилю 20-х годов. Прошлого века, в смысле. Все в таком старом стиле. И сейчас на кораблик пойдем там. Тоже, наверное, как все в старом стиле будет. Ну, точно, Титаник. Уханьский. Прическа такая у нее колбасная вообще. Супер. Не. В общем, все на стиле здесь приходят. Я просто в шоке. Вон там еще дамы стоят. И один здесь в майке пришел такой. Ну ладно. Вроде не один. В общем, я подумал, ну раз я пришел на праздник такой здесь, все что-то переодеваются, что я в майке-то пойду. Я думаю, что тоже, пожалуй, я переоденусь в такую танскую одежду. Да? Наверное, и недорого стоит. Сейчас узнаем. Ну, в общем, вот, я тут преобразился на бал Великий Гэтсби на реке Янцзы в Ухане. Идем тусоваться. В общем, народу на наш бал подтягивается. Народ читает газеты. Послереволюционные дамы все в шапочках. Позируют. Автомобиль приехал. Бэтмобиль. Вообще, вы посмотрите. С ума сойти, да? Вот так вот. Приехал в современный Ухань, оказался где-то в 20-х. Ну ладно. Веер такой классный, да, у меня еще? Это, кстати, это те 3 иероглифа, которые я сегодня описал в башне, в пагоде желтого журавля. Восточная, то есть записки путешествия на восток. Такой у нас сегодня. У китайцев еще очень популярно фотографироваться в таких вот тележках, рикшах, которые раньше возили на себе люди бегом. Не знаю, мне кажется, это какой-то вообще это очень буржуазный такой атрибут. И вот в современном коммунистическом Китае люди любят так себя буржуазией попредставлять. А, вот началось представление, то есть там на палубе уже стоят актеры, и это будет такой иммерсивный спектакль на Янцзы, на этом Титанике вместе с актерами в стиле 20-х, и что здесь сейчас будет происходить. Интересно, что они придумали, но народ уже, много кто уже, кстати, переоделся, девушки в основном, но мужчины тоже есть уже, тоже переодетые, в общем, заходим. Пока вот началась погрузка, я узнал, что такие корабли, они курсировали между Уханем и Шанхаем по Янцзы вот 100 лет назад,
И сейчас будет пример такого путешествия из Уханя в Шанхай. Мне кажется, что это очень удачный шанс попасть на такое представление именно мне сейчас, когда я делаю свой выпуск про Ухань, потому что это тоже своего рода страница из истории города. Ну, конечно, она здесь и немного приправлена там и выступлениями, и цирком, и прочим, но так или иначе. Такое или нечто подобное в Ухане тоже было 100 лет назад. В общем, по каютам. Какая каюта? Здесь книга на русском, что здесь написано? Электротехническая комиссия, экономика электротехнической промышленности СССР. Вот так вот, да. Учебник по электротехнической промышленности. Вот так вот. Все повылезали из кают в коридор. И здесь уже идет какое-то представление. Повесили, значит, такие экраны, и там показывают кино какое-то. Я не очень слежу, что там происходит. А это кино типа снимают про нас. Мы типа в кино. Вот в чем смысл. Точно. Достали такую допотопную типа камеру, и там снимают про нас кино. То есть мы актеры все стали тоже. Все, началась дискотека. Теперь здесь по каждым уголкам сидят по актеру, рассказывают свои истории. Байки травят разные, в общем. Кстати, мы действительно на корабле, который движется. Сейчас мы проходим под мостом. И Ухань горит всеми огнями. Ухань горит всеми огнями. И в целом, если говорить про представление, я не знаю, меня слышно из-за колонок этих, которые здесь просто орут очень мощно. Представление мне понравилось. Хотя сначала и не очень. Я сначала подумал, что это будет про сливки общества, про танцы, про то, как раньше кайфовали, но в 20-30-х годах в Китае кайфовала очень-очень тоненькая прослойка населения. И, конечно же, танцы это очень красиво, но когда еще был интерактив с простыми там частичками обуви, разносчиками воды, мне кажется, что это было очень важным и стоящим дополнением, потому что именно через общение с простым народом можно проникнуться этим городом и духом этого времени. Поэтому на завтра я приготовил 2 героев, которых я расспрошу о жизни в Ухане, как здесь у них проходит жизнь, потому что они здесь живут уже давно, и поговорим с простыми людьми, которые здесь живут в этом городе, как они его видят и чувствуют. Ухань просто взрывает мозг. Здесь не только подсветка на небоскребах, но еще и шоу дронов, которые показывают разные картинки. Просто с ума сойти. Обалдеть. Вот для чего дроны нужно использовать-то, оказывается. Как тебя зовут и откуда ты приехала и что ты делаешь в Ухане? Всем привет, меня зовут Катя, мне 23 года, я приехала из города Казань и с России. Сейчас в Ухане я учусь, я получаю магистерскую степень, я педагог по образованию в России, я уже закончила учиться и продолжила обучение в Китае. А по времени это сколько ты здесь уже живешь? По времени скоро будет как год. Я приехала в том году, в сентябре. Первый раз я приехала в Китай, и, конечно, мне не хочется уезжать. А почему именно Ухань? Ранее я слышала о том, что в Ухане как бы большое количество разных университетов и возможностей для молодых людей для поступления. Большое количество грантов, и, в принципе, идет оживленная такая студенческая жизнь. Поэтому выбор пал именно на Ухань. А как ты думаешь, чем Ухань он отличается от остальных городов Китая?
Я была в Шанхае, я была в Пекине. Шанхай и Пекин — это такие динамичные города. Это как если сравнивать Москву, Питер и мою Казань. Это динамичные, быстро развивающиеся города, очень много иностранцев, очень много возможностей, торговля расцветает, коммерция, то есть это прям все на уровне, но я почувствовала, что я не готова к такому темпу жизни. То есть хочется чуть-чуть замедлиться, хочется чуть более спокойно, но при этом не избавляя как бы красок жизни, хочется наслаждаться жизнью и получать удовольствие. А видишь ли ты здесь свое будущее? Конечно, То да. есть и через 5 лет, и через 10 лет? Да. Именно в Ухане? Да, именно в Ухане вижу. А почему? Во-первых, сюда прибывает большое количество иностранцев, также русскоговорящих студентов. В ближайшем времени тут планируется открыться консульство, поэтому для русскоговорящих ребят будет плюсом, если будет какой-то русскоговорящий также сотрудники, русскоговорящий персонал, тем более, если сейчас я получаю здесь степень, улучшаю свой китайский язык, возможно, в будущем я действительно смогу получить здесь работу и остаться здесь. Круто. В Ухане действительно очень много студентов, больше 1 миллиона человек, то есть фактически примерно каждый 10-й житель этого города – это учащийся местных вузов. Это, конечно же, добавляет очень мощного такого молодежного вайба, энергетики, и город сам по себе очень молодой именно по демографии. Здесь компания, которая занимается развитием социальной коммерции с помощью иностранных студентов, которых в Ухане тоже довольно-таки много. Сейчас я покажу, как здесь все это устроено. Очень интересная вообще история. Мы находимся сейчас в Ухане, в индустриальном парке. Здесь мы занимаемся электронной коммерцией, то есть с 8 по 15 этаж здесь все идет работники в Китае, которые занимаются электронной коммерцией, которые продают свой товар именно из Китая в разные страны. Допустим, наша компания, она сейчас нацелена, первое, это Америка, а второе, мы глобально идем по всей Африке, и мы начали именно с Южной Африки. Здесь, получается, у нас были африканцы из Южной Африки. Вот. Здесь один из них уже открыл свой магазин, у них называется это Take a Lot, и, это как Озон у России. Вот. И сейчас у него каждый месяц идут продажи около 6 тысяч юаней, может даже больше уже. Да, прибыли. И он сейчас занимается тем, что продвигает свой товар на своей платформе как раз таки с помощью масс-медиа, допустим, Инстаграм, ТикТок и так далее. Вот. Также есть среди них студент, у которого примерно в ТикТоке более 20, кажется, тысяч или 200 тысяч подписчиков. И у него есть подписчики, но он приехал к нам сюда, не зная, как продавать товары. Вот мы его тоже научили, и сейчас у него тоже есть свой магазин, в котором он просто продвигает свой товар и продает. Указан ряд университетов, с которыми они работают, то есть студенты иностранные из этих университетов, все это уханьские университеты, приходят сюда и открывают свои бизнесы по социальной коммерции. Каждый, кто приезжает в Ухань, должен обязательно прокатиться на метро кверх ногами. Это местная фишка. Сейчас я покажу, что это такое вообще. В общем, история такая, что это метро, казалось бы, обычное метро, вот вагон. Но история в том, что он ездит не на рельсах, а крепится кверху. И ездит на каком-то механизме колесном. То есть там какие-то колесики, в общем, он крепится именно кверху и едет за счет этой линии. В общем, сейчас мы на нем прокатимся и прочувствуем, что это такое. Будет его трясти или нет, и что это вообще за чудо такое уханьское. Заходим. Здесь еще будет вид такой. Класс. Ну что, собственно, вот такой вот вагончик едет, слава богу. И весь его прикол, собственно, в том, что здесь в полу есть такая дырка, и можно смотреть в пол, как там проходит земля, и в основном это трава просто. Не то чтобы прям супер что-то интересное, мне кажется, что одного раза будет вполне себе даже и достаточно.
Поэтому я думаю, что это больше приколюха для туристов все-таки, кто приезжает в Ухань, чтобы прочувствовать какой-то хай-тек, скажем, да, хотя есть хай-теком, ну, относительно. Едет он довольно медленно, всего 60 км в час, но едет он без водителя, то есть тут водителя нет, то есть это все автоматизировано. Раз попробовать можно. Ну да, и за окном здесь просто огороды, в общем-то, какие-то. Ничего даже, ну ладно, если были какие-то, может быть, это достопримечательности или что-то, но просто, в общем, огороды и новые техпарки, техноцентры, в общем. Стас, а ты живешь уже в Ухане лет, наверное, 8 или... Ну, 7-8 лет, да. 7-8 лет. И как часто ты вот едешь на этом поезде? Вообще не очень часто. Поезд в основном сделан для туристов. Он недавно открылся. Это больше для туристов? Да. Он в новом районе расположен. На Гуангу тут в основном это такой бизнес-район. Много компаний разных расположено. Вот. Поэтому не очень часто им пользуюсь. А что ты вообще делаешь в Ухане? Я учусь в докторантуре. В России, скорее всего, будет аспирантура. Вот, в Уханьском университете уже 4-й год. Скоро уже пора заканчивать. А почему ты решил выбрать именно Ухань? Я до того, как приехать в Ухань, вообще особо не знал про это место. Вот. Приехал в 2018 году сюда. Мне здесь очень понравилось, и я решил после того, как я закончил магистратуру, остаться здесь еще на докторантуре. А как ты думаешь, что в Ухане такого отличительного? То есть, ну, допустим, если говорить про Пекин, то сразу понимаешь, что это столица, это правительство, это администрация. Там, если говорить про Шанхай, то, может быть, это больше про международность его какую-то, да? Там, если говорить про Гуанчжоу и Шэньчжэнь, это там про электронику, про торговлю. Если говорить Ухань, то что его отличает от других городов? Вообще, хороший вопрос. Мне кажется, что Ухань, он такой город развивающийся еще, и в последнее время в него очень много вкладывают денег и сил, чтобы повысить его популярность, чтобы он развивался. Мне кажется, главный плюс Уханя, в принципе, как города самого по себе, это его местоположение, потому что от него на высокоскоростной дороге за 4 часа, там 4-5 часов можно доехать до того же Пекина, до Шанхая, до Шэньчжэня, до Гуанчжоу и так далее. С того момента, как я приехал, он развивается огромными такими темпами, скачками. Мы сейчас находимся в районе, вот у нас монорельс нас везет, тут практически ничего нет, тут парк. Но припарковая зона и новые вот здания, где они все простроены, это очень большой упор делается на различные компании, на различные стартапы, на развитие электроники, тоже микроэлектроники. Технопаркинга, да. Вот тут собираются строить в Ухане город будущего, Вэйлайшэн, то есть там автоматизированные такси и там дроны, доставки с дронов, как в Шэньчжэне сейчас есть. Да, я думаю, через года 2-3 этот район полностью уже будет застроен, и тут будет огромное количество компаний. Пока здесь только лес и болото какие-то. Не, вот этот район навряд ли, потому что он будет сохраняться как парк, как место, где люди смогут отдохнуть, а вот ближайший к нему район, с которого мы сейчас выехали, там, мне кажется, он будет развиваться. Также еще очень хороший город для студентов, потому что у нас здесь очень много университетов расположено, много студентов из разных стран приезжают, то есть тут можно не только поучиться, но еще и найти друзей. Мы недавно были в компании, в которая занимается торговлей, там очень много иностранных студентов тоже работают, они там практику проходят. Как говорят китайцы, если ты не был на китайской стене, то ты не герой. Что нужно сделать в Ухане, чтобы вот прочувствовать, что я здесь был? Ну, Ухань, он как Хубэй, по-моему, называется город, провинция Тысячи озер. Так что обязательно нужно либо поплавать, либо найти себя где-нибудь рядом с озером. С озером. Завтра у нас... А я вижу, что прямо вот здесь уже. Да, тут небольшие такие речки и озерца. Прудики. Да, но завтра у нас будет очень классное мероприятие. Так. Это гонка на драконьих лодках. Так. Так же будет праздник сейчас. Да. Вот чем я закончу это видео. Завтра мы пойдем гонять на драконьих лодках. Где? На Донху. Это главное озеро. Да, самое большое озеро. Главное озеро Уханя, гонки на драконьих лодках в команде. Ну, я надеюсь, я найду себе. В общем, спасибо тебе. Да, тебе спасибо. Перед соревнованиями на лодках, конечно же, нужно хорошенько подкрепиться. Поэтому еще один раунд уханьской кухни. Смотрим, что подают.
Значит, мы имеем здесь раки, вареные в соусе. Потом это у нас, это фишка уханя, это утячья шея. Ну, тут еще, кроме шеи, конечно же, еще и головы в дополнение. Клёцки какие-то, я вот не пробовал такое еще. Это, видимо, салат из горького огурца, так называемого, который вовсе и не огурец. Потом у нас что здесь еще? Здесь это огурцы с... Я забыл с чем, но, в общем, какое-то еще блюдо. Дальше у нас еще... Здесь еще бараньи стейки, которые ребята уже быстренько разобрали, расхватали. Судя по всему, довольно остренькие. Тоже очень уханьское блюдо, суп из лотоса. То есть это корень лотоса, и там еще кусочки мяса, кусочки, видимо, может быть, скорее всего, свинины, да. На свинину. Еще такой яичный пудинг. И гордость нашего стола сегодня — это фруктовый салат с майонезом. Ну, попробую сейчас я суп из лотоса. Кстати, тарелки тут очень красивые, я не видел таких нигде. Прям мне нравится этот стиль. Он немножечко мне почему-то напоминает Юннань, куда-то в ту степь. Ну, сейчас попробуем супчик. Если честно, я представляю, что он сладкий, но кухня в Ухане не сладкая. Поэтому я, наверное, скорее всего, ошибаюсь. Кисловатый чуть-чуть все-таки. И лотуса это он как картошка, по сути. Да. Лотус, а на самом деле картошка по вкусу. Нормально. Приглашаю всех на свой авторский тур по провинции Чжэцзян, одной из самых красочных и развитых провинций Китая. На 10 дней мы углубимся в историю и культуру Китая в очень насыщенной поездке. Начнем с небоскребов и улочек Шанхая. Потом погуляем по бамбуковому лесу Ванзи. Посетим чайные плантации и рисовые террасы в Юнхэ. Сплаваем на скалистый остров Дачэн, чтобы поесть морепродуктов. И погуляем по историческому центру Шаосиня, колыбели китайского образования. И еще много всего интересного. Это будет память на всю жизнь о Китае. Мое личное сопровождение и истории обязательно. За подробностями пишите мне в Telegram. Ссылка в описании. А мы продолжаем. В начале ролика я сказал, что Ухань, он в 3 раза больше Москвы по площади. И это действительно так из-за того, что в Ухане очень много природных объектов, а именно озер. Больше 160 озер на территории Уханя. То есть это своего рода такая маленькая Финляндия в Китае. И наличие такого огромного количества водных объектов, то есть это еще и река Янцзы, и озера эти, это одна из причин, почему гонки на драконьих лодках так здесь популярны в Ухане. Сейчас у нашей команды будет тренировочный заплыв, и я вообще расскажу, что такое эти гонки на драконьих лодках и почему это так важно вообще для Китая и, в частности, для Уханя. Сейчас у нас происходит тренировка на суше. И смысл в том, что каждый из участников, каждый из гребцов, он должен следить за человеком впереди, как он гребет. То есть раз, я за ним, раз. И так по линейке, каждый за каждым. И первый он гребет именно за барабаном. То есть барабанщик, он задает темп, и так дальше по всей линии идет эта гребля. Вот такая история. Звучит это все очень просто, но на деле это оказывается, что довольно-таки трудно, чтобы попасть именно в человека. И пока мы только еще на суше. А на лодке это будет еще, потому что там и брызги, и есть еще шанс перевернуться. Мы все по очереди садимся за барабан, чтобы прочувствовать этот ритм. И по очереди мы, значит, гребем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Сейчас мы залезли в лодку, и смысл в том, что сейчас нам главное не перевернуться. Если мы доплывем до финиша, то это уже будет очень даже и хорошо, потому что ее качает вообще вот так вот в разные стороны очень даже сильно. В общем, мы отходим сейчас от пристани. И такое ощущение, что грести здесь не умеет вообще никто. Но тренировочный заплыв оказался сложнее, чем я даже и мог себе предполагать. Потому что на лодке это оказалось намного сложнее следить за темпом. То есть мы постоянно бились об друг друга, и это очень замедляло темп. Я весь вообще мокрый. В общем, на соревнованиях, если мы реально хоть и доплывем до финиша, то это уже будет просто супер. Но вообще этот вид спорта, он хоть и кажется очень, да, это самым простым, там, раз, а на деле это очень трудно. Хочется еще сказать пару слов о университетах. В Ухане их действительно очень много, и они огромные. Сейчас я нахожусь на территории кампуса одного из университетов. Этот университет, он называется Хуаджонг Дитасю. Это Центральный китайский университет технологий, или как-то так, в общем, переводится. Но он 8-й по рейтингу по всему Китаю. То есть это очень хороший университет. И здесь учатся, на минуточку, 100 тысяч человек. 100 тысяч учащихся. Просто это огромнейшая территория. Здесь и футбольные поля, тут и разные баскетбольные, и столовые, и студенты ездят туда-сюда на своих байках. В общем, это целый город в городе. И таких здесь десятки в Ухане. Ну, перед такими соревнованиями еще раз нужно подкрепиться, поэтому показываю студенческую столовую одного из топовых университетов Уханя. Как раз обеденный перерыв. 11:30 утра. И все тут кушают. Значит, здесь подают пельмешки, конечно же, супчики, разные кашки. Вау, ну просто с ума сойти. Здесь еще тоже много блюд, вы посмотрите. И все стоит, наверное, супер дешево. Здесь и креветки даже подают, и курицу. Просто с ума сойти. Сколько обычно стоит поесть в столовке такой? Ну, вообще, зависит от того, сколько ты ешь, сколько мяса набираешь, но в среднем где-то 15-20 юаней. Можно даже на 10-12 поесть. То есть от полутора до $3 где-то? Ну, примерно, за полноценный обед. Да, там будет первое, второе, и компот. еще останется на воду или на что-нибудь попить. Вот такой я, значит, имею обед в студенческой столовой. Сейчас будем пробовать. Мы имеем здесь креветки во фритюре, маленькие курочки такие, трава и брокколи со свининой, конечно, рис, всему голова. Ну, на вкус все очень даже и умеренно, без ярко выраженной какой-нибудь там остроты или еще что-то. В принципе, и мясо, и креветки. Все очень вкусно. Есть можно, жить можно здесь. Сейчас начинается последняя финальная подготовка перед соревнованием. Команды, участники от разных университетов выстроились по рядам и кричат свои командные лозунги. Еще будет происходить очень важный этап. Это освещение головы лодки. То есть эти головы, их потом прикрепят на лодку. Но сначала их нужно осветить. Сейчас я покажу, как это происходит. Вот инструменты уже готовы. История в том, что по легенде один дядька, он нарисовал дракону глаза, и дракон ожил, и поэтому он понес лодку очень-очень быстро. Еще одна ритуальная штука, это нужно прикрепить талисман команды. Талисман нашей команды — это вот такой вот тигренок, очень мило. И он будет у всех на плече, будет помогать нам грести. Короче, нужно было кричать слоган, но слоган никто не знает. Ну, ладно. Гонки на драконьих лодках имеют очень большое отношение к Уханю, потому что они зародились здесь, в этой провинции, больше 2000 лет назад. Соревнования проходят таким образом, то есть это две команды, две лодки, и это парный забег, если можно так сказать. Наша команда уже отыграла, я не успел, так, к сожалению, заснять, но
Мы победили. Я не знаю, что это значит, но так или иначе я вам сейчас покажу, как соревнуются две команды между собой. Мне кажется, это будет очень интересно. Команды встают на старт уже. Команды готовы. Стартуют. Первая стартанула. И вторая тоже. Видите, как они в разнобой гребут? И это, конечно, показатель того, что просто новые команды. И не очень между собой они еще построились. А эта команда гребет вроде бы лучше. Вроде все вместе получается. Поэтому она и впереди, да? Поэтому она и впереди, видите? А эти в разнобой, поэтому они немножко сзади. Но они догоняют. Видимо, они приложили усилий и врываются вперед. Они вырываются вперед. Давай! Оранжевый, смотрите. Вырвались вперед. Молодцы, молодцы, молодцы. Е-е-е! Под конец вообще. Супер. Отставали на пол лодки. Победители приехали. Какие ощущения? Очень круто! Очень понравилось! Стас, какие ощущения? Мокрые. Мокрые ощущения. Вообще очень классно, да. Я думаю, на такой радостной ноте можно и закругляться. Моя первая поездка в Ухань оказалась очень позитивной. Город мне понравился. Надеюсь, вернусь сюда еще записывать контент, потому что здесь его еще масса. Пока.